Всем привет! С вами Оля. Наш сегодняшний выпуск посвящен центральному району Санкт-Петербурга. Нет, мы уйдем от привычных открыточных видов центра и покажем и расскажем вам очень много интересного. Посмотрите, где мы! Вы уже бывали здесь? Мне почему-то кажется, что нет. Этот огромный шестиэтажный дом очень часто называют доходным домом Михаила Павловича Толстого. Эта архитектура настолько необычна для Санкт-Петербурга, что здесь даже снимали лондонские виды в сериале о Шерлоке Холмсе. Представляете, здесь жили балерины, писатели, и даже теперь вашими соседями могут стать режиссеры либо художники. Чем примечателен центральный район? Безусловно, это сердце города, которое бурлит днем и ночью. В дневное время суток здесь полно туристов и праздно проводящих свое время людей, а в ночное время она наполняется молодежью. Особенно любимая улица Рубинштейна. Ее по праву можно считать улицей баров и ресторанов. А что здесь происходит ночью, вы узнаете в одном из наших следующих выпусков. Почему-то многие считают, что в центре мало места под новую застройку, но они ошибаются. Хорошим примером современной архитектуры стал этот жилой комплекс прямо возле площади Восстания. Жилой комплекс состоит из 15 кирпичных корпусов. Жилые корпуса рассчитаны на квартиры от 1 до 5 комнат. В 5 минутах ходьбы располагается Московский вокзал. Но что же делать, если вы хотите жить в старинном доме прямо в центре? На этот вопрос у нас тоже есть ответ. Мы находимся в доме на Кирочной улице. Он был построен в 1905 году и знаменит своим подвесным двором. Такое необыкновенное название конструкции представляет собой технический этаж, стоящий на сваях внутри дворовой территории. Под ним обычно находятся помещения, в которых в XIX веке хранили уголь и дрова. Парадные уже утратили свою роскошь, но у них появился налет старины, который так и манит нас своими загадками и историями. Честно говоря, я бы хотела здесь пожить хоть немного. Здесь царит какая-то невероятная атмосфера, а ступени помнят следы своих прежних хозяев. Я работаю в центральном районе. Я считаю, что это невероятный плюс. Мне повезло работать в таком красивом месте. И я имею возможность каждый день выходить на эту крышу и любоваться этой красотой. Такие дома захватывают дух, но нужно внимательно отнестись к покупке недвижимости в таких местах. И не только потому, что капитальный ремонт здесь вряд ли возможен, но и потому, что вашими соседями могут стать не только балерины из Мариинского театра, но и обычные алкаши. Поэтому познакомьтесь с соседями, прежде чем покупать квартиру в подобных домах. Центр подходит не только активной молодежи, но и семьям и даже старшему поколению. Стоит немного отъехать от Невского проспекта, и вы попадаете в прекрасный Таврический сад и его окрестности. Этот зеленый оазис наполняет эту часть района уютом и покоем, даже несмотря на то, что это центр. В районе много садов, школ и университетов, есть даже элитные учебные заведения. Здесь проживает 215 тысяч человек, транспортная инфраструктура самая развитая, 11 станций метро, причем на всех 5 линиях.
Несмотря на все плюсы, есть существенный минус. Район входит в пятерку самых криминальных в городе. Основное сосредоточие криминала расположено на Московском вокзале, так что будьте бдительны. В центральном районе расположено немало каналов, а также река Нева. Но купаться здесь категорически запрещено, так как воды очень загрязнены. К сожалению, очень мало парковых зон, и все это в совокупности делает экологию района неудовлетворительной. Но не будем о плохом, давайте я покажу вам одно очень красивое место. Порой стоит свернуть с привычных маршрутов, чтобы оказаться в таком красивом месте. Анненкирхе – это первая лютеранская церковь, которая была построена в 1704 году. Позже здесь был кинотеатр, а в нулевых случился пожар, и здание приобрело такие очертания. А помните фильм «Брат» Сергея Бодрова? Именно здесь главный герой покупал диски Наутилуса. Лёва, тебе нравится, как я пою? Странно. А мне говорили, что я весьма недурно пою. Обманывали. Что? Ох, смотри, доиграешься ты у меня, я тебя тут замурую. Ощущение, что я попала в какой-то фильм. Надеюсь, что не ужасы. Точно, хочу в кино. В центральном районе 18 кинотеатров, 20 торговых центров, более 1000 ресторанов и баров и более 200 ночных заведений. Инфраструктура района развита отлично. Уровень комфорта проживания близится к Европе. Есть одно но – это пробки. Как бы мне не хотелось уйти от шаблонных рассказов о центральном районе, это оказалось невозможным, потому что, переезжая в центр, вы все равно покупаете вид на Казанский, на Спас-на-Крови, и либо на Фонтанку. Мне осталось лишь добавить, что средняя стоимость квадратного метра здесь стоит 120 000 рублей. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!